Всем привет! Сегодня я решила снять видео своей новенькой гейзерной кофеваркой. Мне очень интересно попробовать сварить на ней действительно достойный кофе, который у меня сегодня есть. Вот. Почему именно гейзерная кофеварка? Потому что она в свое время стала действительно культурной революцией потребления кофе в Италии и распространилась по всему миру. Супер интересный девайс, об этом есть уже статья на kavova.net. Заходите, читайте подробности. Ну, а я покажу мои любимые рецепты. Для начала рассмотрим устройство кофеварки. Оно очень простое, не меняется уже 100 лет. Значит, есть нижняя колба, куда вы заливаете воду. В нижнюю колбу встроен клапан, чтобы кофеварка не взорвалась, если что-то пойдет не так. Поэтому воду наливать нужно строго ниже клапана. Далее есть сито, в которое вы засыпаете молотый кофе. Сито может быть разных объемов, иногда бывает даже сменное, большое, маленькое, на одну порцию и на две. Как правило, есть тоже большие, там, литровые кофеварки, но у нас традиционно на 300 грамм. И смотрите, в сите есть ограничитель, вот здесь, вот он видно, ребрышко такое, да, ниже, ну, по которой рекомендуется насыпать кофе. Далее у нас есть верхняя часть, которая накручивается на нижнюю. Здесь есть прокладка и верхнее сито, и также крышка. Здесь встроен клапан, через который потом вода закипает и создает давление, проталкивает себя под воздействием пара через таблетку кофейную, и здесь уже у нас фонтаном начинает бить кофе. Очень интересный завораживающий процесс. Итак, начнем. Что я сегодня хочу сделать? Я хочу попробовать максимально улучшить напиток, потому что все-таки кофеварка была изобретена в 30-х годах 20 века в Италии, когда пили только очень темную обжарку, и она, как бы, рекомендации все под темную обжарку. Я попытаюсь сделать светлую, деликатную, и получится ли у меня. Что я буду делать? Я попробую для начала рекомендуемый помол мелкий, любыми производителями, и попробую крупный, который нравится больше мне. И попробуем, у нас будут независимые эксперты, которые определят, какой кофе вкуснее. Второй этап. Я попытаюсь максимально очистить вкус кофе, потому что кофе получается достаточно мутным, добавив вот такой бумажный фильтр в ту чашку, которая, я думаю, что во все. Вдруг мелкий помол отфильтрованный будет тоже вкусный, этого я еще не пробовала. Будет очень интересно. Итак, начнем. Для начала я взвесила кофе. По предварительным подсчетам я знаю, что сюда помещается 14 грамм кофе, поэтому я буду варить из расчета классической ситуации, там, ну давайте 15 грамм возьмем, 6 грамм на 100 миллилитров. Итак, я буду использовать 15 грамм кофе мелкого помола, размером как соль экстра. Вы тоже можете так себе калибровать. И я буду использовать 15 грамм. Помните, что кофе сильно раздувается в процессе заваривания при контакте с водой, поэтому ему нужно оставить место. Забивать полностью полное сито не очень хорошо, потому что ему просто не будет куда раздуваться, оно не напитается водой достаточным образом, будет плохая экстракция. Так, берем 15 грамм. Я вам сейчас покажу, как визуально выглядит 15 грамм. Также желательно кофе немножечко распределить и вот спрессовать чем-нибудь ложкой. У меня это, естественно, темпер, но у вас не обязательно он должен быть. И вот посмотрите по как раз делению. Далее, сколько нам нужно взять воды на 15 грамм? Минимум 200 грамм воды. Я возьму 200-250. Воду я беру уже горячую, чтобы ускорить
заваривания, ускорить процесс. В принципе, неважно, какую воду вы возьмете, но горячая прекрасно сработает. Итак, 250 грамм воды на литр я ставлю ситечко и накручиваю верхнюю колбу. Крышку лучше не закрывать, чтобы вы могли контролировать процесс. Вот включаю, и кофе начинает вариться. Итак, вот кофе уже начинает протекать. Поскольку здесь у нас достаточно мелкий помол, посмотрите, как он фонтанирует. Очень интересный процесс. Обжарка не темная, поэтому здесь кремы мало. Но если вы возьмете очень темную обжарку, у вас еще будет пенка, как на эспрессо. Поэтому такой кофе изначально компания Биолетти по имени изобретателя данного способа назвала Мока Экспресс. Вот там. Все, теперь выключаем. Обязательно после того, как кофе перешел в верхнюю часть, нужно убрать с плиты, потому что внизу остается очень мало воды, буквально на донышке. И это грозит тем, что вы можете просто сжечь девайс, как это сделала я. Итак, первая чашка кофе у нас уже готова. Она сейчас очень горячая, потому что температуры высокие. Ну, сейчас посмотрим, как эксперты наши независимые будут ее пробовать, пока я сделаю вторую. Следующую чашку кофе я буду варить с использованием того же мелкого помола, но теперь я вот сюда вот таким образом. Вот. Бумажный фильтр. Если у вас нет фильтра, можно использовать промокашку. Все, стоп. Итак, вторая порция кофе отфильтрованного готова. Отфильтрованного через бумажный фильтр для аэропресса. Первый мы уже попробовали, оценили, что да, действительно вкус неплохой, раскрытый, фруктовый. Однозначно угадывается Эфиопия. Сейчас посмотрим, улучшился ли результат при помощи бумажного фильтра. Что у нас ситуация с фильтрованным мелким помолом? Вот смотрите, фильтр сработал, но получилась вот такая ситуация. Корежила его хорошо. Здесь у нас все чисто. Но здесь значительная часть воды у нас осталась, которая просто, ну, либо надо было дольше ее кипятить, что повредило бы, наверное, вкусу кофе. Ну, где-то половина воды у нас осталась на дне. Поэтому фильтр и мелкий помол дали в целом более чистый напиток, но очень насыщенный и, скорее всего, не очень хорошо сбалансированный. Сейчас будем пробовать. Я делаю сейчас 2 порции с крупным помолом. У нас уже была порция с крупным помолом, таким как сахар, без фильтра. И сейчас я приготовлю с фильтром. Вода у меня уже налита. Фильтр я кладу вот сюда. Можно, в принципе, даже чуть обрезать, но не суть важно. Так. И ставим на огонь. В данном случае у нас электрическая плитка. Итак, по вкусу пока что тот кофе, который без фильтра, по общему мнению, выигрывает тот, который с мелким помолом был, потому что он был более раскрытый, более ароматный, насыщенный. Этот, как сказали не эксперты, оценщики, то есть их мнение нам важно, потому что это мнение потребителя, это кислая вода. Вторая чашка с крупным помолом намного легче, менее интенсивная, но, на мой взгляд, более приятно тактильно. То есть там явно ощущаются масла, жиры,
Вот, хотя есть достаточно много пыли. Сейчас вторая чашка, думаю, будет в лучшем виде, так как я использую бумажный фильтр. Вот у нас приготовление кофе, крупный помол при помощи фильтра. Как вы видите, бежит довольно резво. Посмотрим сейчас, насколько он полноценно приготовится. Плюс в том, что фильтр замедляет проход воды, поэтому кофе крупного помола проваривается лучше и дольше. Но сейчас начинается веселье. Хочется отойти подальше, потому что, кажется, сейчас ракета улетит в космос. Да, вот такое интересное заваривание. В принципе, почти полностью у нас вода прошла. Всегда остается там чуть-чуть воды, но это неплохо, потому что, так предотвратит. У нас есть напиток, в котором мы использовали более крупный помол и бумажный фильтр. Давайте посмотрим, что получилось. Итак, у нас как минимум сейчас 3 эксперта осталось. Давай, Алексей, тоже бери, подхватывай чашку. Да, оператор наш тоже сейчас будет пробовать. И мы сейчас в прямом эфире окончательно решим, какой же способ был самым вкусным. Очень чистый и, кстати, похож на фильтр, похож на сифон, кофе в сифоне. Если учесть, что сифон стоит очень дорого и хрупкий, а это вообще неубиваемая вещь, вывод напрашивается сам. Как вы думаете? Я думаю, первый вариант был самым оптимальным и самым вкусным. Какой? Это микрофон. Не пугай меня. Смотри сюда. Да. Какой вариант? Самый вкусный вариант это был первый. Первый мелкий помол без фильтра. Алексей? Вот этот четвертый. Мне тоже четвертый больше нравится. Он приятный тактильно и действительно очень по вкусу и по стилю напоминает кофе в сифоне. Вот, поэтому я голосую за четвертый вариант, Алексей за четвертый вариант, и за первый вариант у нас проголосовал наш Антон. Поэтому выигрывает последний вариант, крупный помол с фильтром. А уж вы как будете варить ваши любимые мокапоты, это зависит тоже от вашего вкуса. Я призываю вас попробовать все варианты, которые мы здесь озвучили, и выбрать тот, что больше всего понравится вам. Теперь немножко по технике безопасности. Не забывайте выключать газ, когда у вас кофе перешел в первую верхнюю колбу. Обязательно мойте все части, которые соприкасаются с кофе, жидкостью для мытья посуды, при помощи жидкости для мытья посуды, чтобы растворить жиры, мыть нужно каждый день, особенно, и желательно вообще после каждого использования. Тщательно промывать. Новая, заходите, пробуйте, Оля. Новую кофеварку или же кофеварку после длительного использования следует обязательно сначала просто прокипятить в ней воду, то есть прогнать воду без кофе. Вот. И следите, чтобы у вас вот этот клапан не зарос накипью или вода не была выше этого уровня. Избегайте натаптывания слишком большого количества кофе, особенно мелкого помола. Используйте расстояние между поверхностью кофе и... В принципе, у меня все. Используйте ту обжарку, которая вам больше нравится, но помните, что темная обжарка будет иметь больше горечи во вкусе, светлая больше кислотности. Ну все, вкусного вам кофе, всем пока!